Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сезон бич-сбора металлолома объявляется открытым. И как вы уже поняли, мы выдвигаемся за металлоломом. Взял сегодня вот такие сани, случайно их вообще нашел у себя в сарае, когда наводил очередную уборку на эту местность. Я потихоньку вечерами выхожу. Был здесь буквально вчера, но перед этим захаживал сюда. Нашел здесь вот такие вот 4 ведра. Они были, а вот это вот с каким-то цементом выбивал. Вон их все помял, все попримерзал. У нас стоят морозы 20-градусные, ночью доходит даже ниже 20. Вот здесь в этом краска какая-то была. Ну вот они в что превратились. Пока я пошвырял эти ведра, покидал, чтобы более-менее выбить. Ну там на дне все равно вот осадок такой присутствует. Но мне без разницы, мне лишь бы складывать сюда мелкий металлолом. Пойдут. И вот такие вот нашел. Вчера здесь был, тоже запрятал. Мог бы дотащить это все руками, но там еще кое-что валяется. Вот такое вот ведерко еще из-под мастики, под какой-то или что-то типа этого. Тоже там на дне замерзло все. Но это ладно, не суть. Нашел я все это вот на такой вот куче мусора. И здесь еще есть одно вот такое ведро. Оно было совсем целое, но вот этим карандашом я его долбал. Никак ни в какую. Просто ничего не вылетает, намертво замерзло. Здесь полное ведро льда. Вон как выперло все. Повыпирало. И я думаю, его можно забрать. Растает, пойдет. Может еще выпрямлю как-нибудь молотком, чтобы более-менее туда потом укладывать. Было, конечно, хорошее ведро, но вот во что я его превратил. Дурная голова не дает мне покоя. Что-то я как-то опять не подрасчитал транспорт под сегодняшнюю загрузку. Думал, залезет ведро в ведро, а здесь только вот это вот со льдом занимает практически всю его площадку. Некоторые люди в комментариях писали: у вас все, снег нападал, зима наступила. Да нифига он не нападал, он навалил за 2 дня в ноябре. Потом после этих 2 дней снегопада у нас шли дожди дня 2-3. И все, почти весь снег осел, вот только на поверхности так остался. И вот такое вот поле, все кучи разровняли, и все закаменело. К сожалению. И сколько я бы здесь не ходил, не бродил, ни одной железки вообще не попадается. Все, разровнял трактор. Вот одна валяется. Мельком глаза заметил. Вот, кстати, без шуток, еще нашел костыль. Прям вот только что смотрел сюда внезапно. Мечтала сюда еще выйти разок покопать с металлоискателем. Ждал, когда будут разравнивать все вот эти кучи. А получилось так, что разровняли, когда шпарили дожди. Видимо, специально перед морозами все вот это разровняли, чтобы все застыло. Покопать уже не получится. Взять с этой кучи, с этой груды мусора абсолютно уже нечего. Но вчера вот прям вот только пришел сюда, и трактор вывез мне такой подгон небольшой. Вывез цветной металл. Вот такие вот камеры. На вот этом штуцер совсем малюсенький, но тоже его надо забрать. Латунь. Вот на это я вчера смотрел. Здесь ничего нету, он уже обломанный. Обломался. На вот этих тоже имеются. И кто-то уже их потрошил. Кто-то уже их трогал. Я их скинул в кучу. Кто-то срезал уже. Понятно. Вот срезал я, называется, латуньку. Да, надо в следующий раз вообще все прятать, таскать. Ну, вчера я был без ножа, здесь нечем отрезать. Да и я сейчас нахожусь вот в такой вот новой куртке. То есть это моя нерабочая куртка. Она теплая, хожу сейчас в ней, пока морозы. Не одеваю ту свою короткометражку. Новую куртку убивать неохота. Сейчас тогда вырежу вот этот вот сраный сосок и поедем домой. Короче говоря, конкуренты не спят. Если нашел, надо все сразу забирать. В следующий раз буду умнее. В общем, народ, передумал я вести вот этот кусок говна на другом куске говна. С них это ведро падает, оно тяжелое. Вот эти вот можно вообще было просто пешком донести. Не знаю, зачем я взял вот это вот. Не задалось сегодня немного с латунью. Ладно, друзья, поехали домой.
Это прямо, друзья, издевательство какое-то. Пришел, в общем, опять снова сюда, ничего не взял, ни ножика, ничего. Вот, в этот раз мне удалось все-таки достать штуцер латунный, вон из той камеры. Сегодня вырезал вот такой вот штуковины, профиль валяется здесь сегодня. Выкинули кучу профилей разного, отрезки вот такие вот. С собой я сейчас прихвачу вот штуцер. И вот такие вот прибамбасы, вот эта железка какая-то тяжеленькая. И вот эту вот штуку прихвачу с собой. Вот опять ведро выкинули, но она опять полная льда. Что с ней делать, не знаю. Или опять пойду сейчас спрячу ее туда, откину. Может еще вот эту вот крышку сейчас захвачу. Не знаю, что-нибудь прихвачу сейчас. С пустыми руками отсюда не уйду. Снова небольшое включение, друзья. Опять пришел вот на эту кучу, так как металлолом зимой сильно-то не подобываешь. Это видео, наверное, будет состоять из нескольких частей, из нескольких походов, может даже двухнедельных походов, я не знаю. Пришел, в общем, здесь выкинули, такой вывезли на тракторе металл. Ну как, это такая вот жестянка, но она тяжелая. Вот, железа немного, банку нашел вот с таким тросиком. Сейчас это все запрячу. Еще там что-то валяется, сейчас подойдем, глянем. У меня на телефоне памяти на этом мало, на основном. Надо бы его почистить, скинуть все на компьютер. Сегодня со своим основным телефоном, завтра уже или послезавтра придем сюда, будем кое-что добывать. Вот в этой куче металл я обнаружил. Здесь еще вот опять такой вот профиль. Тоже сейчас его прихватим, он длинный. Сейчас все вытащу, что найду. Обязательно запрячу. Может даже сегодня вечером приеду все это забирать. Пока опять кто-нибудь не все это не утащил, не упер. Там он тут уже приготовил дрова себе. Здесь народ шастает. Вот такая длиннючая конструкция. Уходит вон туда, заканчивается. Удалось еще найти вот такие вот две банки из-под краски. Также пошастал там, подымал пенопласт, вот эти вот ошметки нашел. Такие вот кусочки, какие-то опилки тоже забираем. И вот такие вот штуковины, тоже отпиленные. Где-то, видать, не влезли вот такие блоки, готовые с утеплителем. Здесь такие вот отрезки собрал. Утеплитель похож на стекловату. Может даже она и самая эта стекловата. Сейчас все это спрячу, друзья, и увидимся, когда наступит новый день. Переправу преодолели, остается ехать еще чуть больше полпути. Поеду, наверное, лесом, так как в лесу хотя бы есть вот такой вот снег. Ехать трястись по улице по мерзлым кочкам мне не очень хочется. Зима в этом году совсем не радует. Навалит снег, следом 2 дня подряд дождь, затем бахают морозы. И сами представляете, какая ситуация на дорогах. Конкретная полная дичь. В этом году у меня нет вот таких вот полозий от пластиковых труб. Пока что еще ездю, лыжи не проваливаются. Сейчас бы, конечно, да, какие-нибудь волокуши такие вот, ну, размером с мои санки примерно. На них бы хорошо возить. Ну да ладно, я не жалуюсь, но надо что-то придумать. Потом снега будет гораздо больше, и я буду просто проваливаться. Сейчас у меня груза-то практически нет. Здесь железо-то легкое. Снова, друзья, внезапно посетил эту местность.
Здесь опять кое-какая доприбавка. Вот здесь опять костерок был. То ли на новогодних праздниках, то ли когда. Здесь вот эти вот брусья скреплены такими вот здоровыми болтами. Вот два вытащил. Тут еще, думаю, в зале точно они будут. Вон валяются, вон. Металл хороший, можно пособирать. Вроде бы здесь уже все потухло. Вот такие вот болтяры всякие. Вот. Это я удачно зашел. Здесь не было никого, вообще ни одного следа. Если только, может, с этой стороны кто-то приходит, вот, обходит. Отсюда тоже шастают, приходят. Сейчас, друзья, пособираю болтики. Потом покажу, сколько получилось. Друзья, что пока удалось насобирать. Здесь, я думаю, все-таки кто-то был. Я вот даже какой-то угольничек нашел. Вот такой вот костре. Я думаю, тут тот все-таки был. Потому что вот отсюда, мне кажется, кто-то вытащил. И здесь, видимо, судя по всему, еще была зола горячая. Сюда никто не сунулся. А что можно было вот отсюда, наверное, посрывали, поотрывали. Я такого мнения. Ну, блин, сейчас уже темнеет. Вот пока что удалось найти. Здесь наверху вот еще вижу. Вот. Вон еще валяется здоровый. Так-то вроде куча. Все уже давно остыло. Ничего нигде не дымит. Жар не идет. Вот еще. По итогу, друзья, вот такая вот куча. Еще всяких различных болтов. И плюс два угольника. Вот такие здесь нашел. Очень много всяких. Вот еще, кстати, два болта. Приметил, уже темно. Фонарик у меня кое-какой. С ним вообще нифига особо-то ничего не видно. Вот еще. Надо днем приходить. Осталось только все это перенести. А у меня с собой ни сумки под рукой, ничего. Как это все таскать? Куда спрятать? Даже не знаю. Ничего с собой не взял. Не думал. Думаю, праздники, ничего здесь не будет. А нифига. Тут уже и костер даже жгли. Ну что, друзья, потом все с вами взвесим. Вот с этих находок, что получилось. Может, даже днем еще приду, что-нибудь найду. И взвесим. Вот чисто отдельно этот вес. Взвесим чисто отдельно этот вес. Вот таких находочек. Ну вот, друзья, какая-никакая и тара нашлась. Коробки вот тут под снегом раскопал. Сейчас закину сюда. Уже хорошо. Хотя бы не горстями это все таскать. Сюда надо с молоточком да с ключами прийти. И вот это все докрутить. Надо наведаться обязательно. То их опять в костер закинут. Так, здесь я где-то... Вот он сидит. А молоток нужен. Ну что, друзья, сказать, по большому счету, лучше бы вообще не надо ничего говорить. Пришел я туда, и там уже ничего нет. В общем, одним словом, конкуренты лютуют. Ну, как сказать, лютуют. Короче, прихожу я туда, там был дедок один. Я уже там его вижу, наверное, 3-4 раз. Он там собирает дрова, вот эти вот поддоны, там еще всякую фигню. Короче, возят на машине, у него, по-моему, белый «Жигуленок». Через железную дорогу перетаскивает это все, отвозит. Ну и стопроцентная инфа, по моим предположениям, что оттуда берет металлолом кое-какой, когда там попадается что-то в костре, он. Я его уже как-то один раз приходил туда за досками и застал, как он там скручивал на больших катушках вот такие же, вот, считай, ну, болты там были. Вот гайки скручивал, стоял.
Так вот, прихожу я туда, все бруски, все вот так вот разложено. То есть, видать, разложил, посмотрел, где что есть, скрутил. Ну, раз он на «Жигуленке», у него и ключи, и все есть. Вот он скрутил. Видать, он тот раз и латунные вот эти вот штуцеры тоже отрезал с ножом. В костре мне сегодня попались. Ладно, бог с ним, забрал, так забрал. Вот этот я выбил оттуда, один оставшийся. И вот в костре глазами еще попались мне вот такие вот 2 штучки. Какое-то крепление нашел. Проволоку тоже захватил, не знаю зачем, от нее веса никакого. А, вот 5 рублей еще нашел, во. Ну и все-таки видит Господь Бог, что сегодня так вот сложилось у меня. И я все-таки пришел не зазря. Подарил мне такие вот 2 арматуры. Это уже я нашел их не в костре, чуть поодаль. Вот такая вот толстенькая, нормальная. Ладно, время у меня еще полно оставалось. Пошел на другое место. Там я нашел еще кое-какие находки. И их вообще, походу, притаранили еще, наверное, до зимы. Я там последний раз был, когда последний металлокоп делал, ну, проводил на свалке. Сейчас вы сразу догадаетесь, что это за находки. Точнее, да, ну вот. Я думаю, вы сразу догадаетесь, что это такое. Опять, короче, диваны, кто-то шкафы какие-то выкинул. Вот это вот удалось мне оторвать. Там еще стоит спинка от кровати. Ну, там ножки такие небольшие. Может, вот отсюда вот до сюда такая вот 2 ножки. Тоже надо их открутить, взять с собой другие ключи, там на 13, по-моему. 3 дивана, наверное, там валяются, но сейчас все примерзло, на них снег, и плюс еще были оттепели. Это все вообще там попримерзало, и тяжелые, это только спину свою рвать. Не знаю, поедем туда, отобьем вот боковушки такие, заберем от кровати вот эти 2 ножки, и посмотрим, может удастся чем-нибудь лопату с собой, что ли, взять, расчистить. Может сетку одну, там диван этот прорежем, может сетку заберу, не знаю. Тем временем, пока я ходил, у меня зарядилась болгарка. Сейчас пойдем с вами, друзья, отрежем там кое-какие бандажи, проволока толстая, и заберем свою коробку вот с такими вот всякими крендельками. Снимаю это видео, наверное, уже 1,5 месяца, ну, в декабре начал, где-то числа 4-го, и сегодня уже на этот момент 14 Старый Новый год, 14 января. Всех с праздником, дорогие друзья. Вообще не знаю, когда выйдет этот ролик. На костре в этом году не густо. Зима, сами понимаете. Такое время года. Все, ладно, заболтался. Поехали, отпилим, что я уже давно запланировал. Вот так вот нынче, друзья, этот костерчик выглядит. Дедуля даже все гвозди подобрал. Совсем ни одного гвоздя нет. Вот, все просто вычищено напрочь. Смотрите, какая чистота. Идеальная. Бочка здесь валяется, но она натрамбована чем-то. Я думал, когда она обгорит, она будет пустая. А здесь что-то плотное, то ли, может, бетон там или что-то вроде того. То есть бочка остается на месте. Здесь вот полно таких вот штуковин каких-то, не знаю, что тут обжигали. Вот, они совсем, конечно, легкие, но можно пособирать. Я взял с собой мешок. Сейчас сначала отпилю от плиты кое-какую железку, вон там, вон она валяется на дороге. И время останется, сейчас соберу вот эти вот кусочки. Просто, блин, в луже замерз. Оттепели были, здесь вода, машины ездили недалеко. И вода вся стекала сюда, потом замерзла. Вот он валяется, когда оттает, надо не проморгать, забрать. Он вот валяется здесь скрученный. Вот, вот и вот от него часть. Не буду забирать. Надеюсь, оттает, заберу. Первым успею. Здесь вот в этой куче еще вот раз торчит, второй торчит. Уходит вот сюда, идет куда-то дальше. Но тут вот фанерой прижата. Она не двигается. Как-нибудь сейчас придется отпилить. Блин, вот не люблю эту проволоку отпиливать. Она отстреливает, когда под напряжением. Сейчас как-нибудь вот так попробую пильнуть.
Зараза, а? Хрен согнешь ее. Что ж, все готово, друзья. И я даже удивился, у меня ни один аккумулятор не сел. Взял с собой два, пилил одним, и бодренько еще все, до сих пор она работает. Не знаю, почему у меня так получалось пилить осенью. Может, на нее какой-то перегрев действует, что сейчас мороз. Вообще без понятия. Нормально, вот сейчас отпилил, все хорошо. Такая вот, друзья, на выходе лабуда получилась. Здесь еще в мешке, наверное, килограмма 4. Ну, я раньше шинку собирал, как если кто помнит, смотрит мои видео с самого начала. Сейчас же зима, почему и это не собрать? Вес тут приличный получится. Все, друзья, собираю. Встретимся с вами, когда уже буду дома. Подведем краткий итог сегодняшних отрезков, которые я состряпал. Большой ошибкой стал ехать на тех игрушечных детских санках. С них все падало, валилось. Камазисты, которые там работают, наверное, минут 20 ржали, смотря на мою поездку. Как я 20 минут преодолевал, метров 300. В итоге мое терпение лопнуло, и я выкинул их во враг. Понес все в руках. Забрал их потом через несколько дней. На мою зимнюю кучу скинул весь металл с этого поиска. Весной все переедет на основную кучу. Тут и проволока от железобетонных конструкций. Вот ее сколько получилось. Банки, жестянка, ведра. Кстати, ведро, которое было полное льда, кто-то упер. Забирал коробку с болтами и обратил внимание, что его там нет. Хрен с ним, с ведром, кому-то, наверное, нужнее. Взвесим сейчас мешок и болты. Все уже приготовил. Почти 8 килограмм мешок вышел. Вот такой вот шинки. Карабас на 12 потянул. Ну, 200 грамм сама коробка. Для зимы неплохо. Не надо только сейчас писать, что у меня есть прибор, а я у пенсионеров гвозди и ведра отбираю. Уже заходили на канал такие люди, писали, что я отбираю вторсырье у бомжей, алкашей. Какой я нахал и негодяй. С таких поисков и я начинал когда-то. Сейчас зима, повторюсь опять же, нужен хоть какой-то контент моим зрителям. Нет, так другой придет и все это соберет. Цена вроде как поднимается потихоньку. В общем, таковы итоги сегодняшней серии. Кому понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал. Тонусных вам находок в это зимнее время. Надолго с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем видео.